Давным-давно северные земли населяли удивительные люди – сихиртя. Они были невысокого роста, с белокурыми волосами и светлыми глазами. За это их еще прозвали «чудь белоглазая». Жилье сихиртя строили под землей, в пещерах. Днем они спали, а ночью выходили на поверхность, ловили рыбу, охотились и пасли земляных оленей, то есть мамонтов. Об этом рассказывают ненецкие легенды. По преданиям, все сихиртя обладали магическими способностями. Если кто обидит такого человека, то на злодея будут бесконечно сыпаться несчастья. Считалось, что сихиртя были очень умелыми. Они изготавливали металлические украшения и предметы быта. Одежда их была щедро расшита такими украшениями, из-за чего при ходьбе слышался звон. Девушки сихиртя вступали в брак с ненецкими мужчинами. Некоторые семьи в наши дни утверждают, что в их роду были белоглазые волшебники. Чем больше немцы заселяли север и занимали территорию под оленьи пастбища, тем меньше места оставалось для сихиртя. И вот однажды этот народ собрал своих мамонтов и ушел под землю навсегда. Такую историю о таинственных людях хранят ненецкие предания. Но было ли это все на самом деле? Кто такие эти загадочные сихиртя? Они действительно жили на Ямале или это все просто выдумки и сказки? Что говорят ученые насчет удивительного народа? И что нашли археологи в бухте Находка? Ответы на все эти вопросы вы узнаете из нашего видео. Друзья, но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме, планете Земля. Подписывайтесь, ссылка в описании к этому видео. Мы начинаем. Легенды о сихиртя передавались немцами из поколения в поколение. А в 1929 году на поиски загадочных сихиртя отправился археолог Валерий Черенцов. На морском побережье ему удалось найти следы стоянок местного населения. Он исследовал их и выяснил, что люди здесь жили в больших полуземлянках, которые были покрыты дерном. Некоторые подземные дома достигали 150 квадратных метров. Для сравнения, в современной студии обычно около 25-30 квадратных метров. То есть в землянке могли бы поместиться до 5 таких квартир. Кроме того, Черенцов нашел останки гончарного и следы морского промысла. Все артефакты подтверждали, что люди вели оседлый образ жизни. Тогда археолог и предположил, что землянки принадлежали сихиртя. А в 1932 году на берегу реки Палуй обнаружили древнее святилище Усть-Палуйской культуры. Оно существовало с IV века до нашей эры вплоть до II века нашей эры. В святилище нашли самую северную бронзолитейную мастерскую, а также множество металлических изделий, изображающих людей и животных. Ученые предположили, что именно этот народ, населявший Ямал задолго до появления здесь кочевников, немцы и называли сихиртя. В начале 21 века археологи отправились на восточное побережье полуострова. Здесь, в поселке бухта Находка, находится средневековое городище. По словам местных жителей немцев, когда-то давно эта сопка была местом жительства тех самых таинственных сихиртя. Впервые этот археологический памятник обнаружила экспедиция этнолога Льва Павловича Лашука в 1961 году. Итак, археологи 21 века определили, что городище бухта Находка основали не раньше X-XI веков. Оно просуществовало около 300-400 лет. Во время раскопок ученые изучили остатки 6 жилых домов и нашли около 1500 предметов и фрагментов изделий из металла, кости, стекла и дерева. Они также собрали древесину и исследовали ее образцы в лаборатории. Результаты показали, что городок построили примерно в 1220 году. Во всем комплексе было 6-8 домов. Они объединялись по 2, а по центру находился проход. Вокруг городища была выстроена стена из торфа и дерева. Крыша каждого дома и центральный проход имели перекрытие из жердей, которое прижималось дерном. Из-за этого со стороны казалось, что города никакого нет. Это просто холм. Вероятно, отсюда и появилась легенда о том, что сихиртя уходят под землю. Ученые выяснили, что обитатели городища занимались охотой на северного оленя, песца и нерпу, а также рыбной ловлей. В качестве транспорта использовали собак. Это, к слову, были единственные животные, которых разводили жители городка. Кроме того, они вели активную торговлю. Об этом свидетельствует большое количество предметов иностранного происхождения, среди них лодки-однодревки. Как вы думаете, что использовали местные жители в качестве разменной монеты для оплаты своих покупок? Напишите свой ответ в комментариях. Что касается религии, то исследователи пришли к выводу, что коренные жители бухты Находки имели собственное святилище. В нем они поклонялись божествам, чтобы те даровали удачу в охоте на дикого оленя.
А в каждом доме была своя кумирня – молельня с кумирами. Божество, которое там размещали, должно было помогать семейным и личным промыслам, особенно добыче песца. Изучив городище и сравнив находки с легендами о Сихирте, ученые пришли к выводу, что в бухте Находка именно они и проживали. Немного позже, в 2017 году, исследователи предположили, что сам таинственный народ прибыл из других стран. В пользу этой версии говорит то, что такие дома-холмы в X-XII веках строили в Исландии. Похожие конструкции встречаются у саамов, которые живут на территории Финляндии, Норвегии и России. Однако одной бухтой Находка дело не ограничилось. В 2020 году на севере полуострова Таймыра тоже нашли следы обитания Сихиртя. Интересно, что раньше эта местность считалась необитаемой. Археологи обнаружили сразу два памятника, подтверждающих, что народ из легенд жил на самом деле. Первый объект находится в устье реки Енисей. Это ритуально-погребальный комплекс. В нем нашли бронзовые и серебряные изделия. Второй объект – еще один холм площадью около 150 квадратных метров и тоже в бухте, правда в бухте Макарова. Она находится в Пятинском заливе Карского моря. На Таймыре жители сопки охотились на нерпу, тюленя, белого медведя и песца. Здесь археологам повезло обнаружить детские игрушки Сихиртя – маленькие деревянные копии взрослого оружия. Предполагается, что центром белоглазой чуди была Ямальская бухта-находка, откуда и велась торговля, а оплачивали товары песцовыми шкурками. Именно поэтому в каждом доме был божок, который помогал в охоте на это животное. В 17 веке, когда нагрянул малый ледниковый период, климат изменился, а племя Сихиртя осталось отрезано от большой земли. Кроме того, меньше стало нерпы и тюленя. По мнению ученых, таинственный народ вовсе не ушел в землю, как гласят легенды, а стал частью других этносов, в частности, ненцев и энцев. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Переходите в комментарии и напишите, что думаете по поводу увиденного. Задавайте вопросы и предлагайте темы для новых выпусков, мы обязательно ответим. Не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа, чтобы не пропустить ни одного видео и узнать больше полезного.